Враг или друг, выбери свою сторону. В течение последних сотен тысяч лет люди убивали друг друга по любой причине. Некоторые говорили, что это их природа, некоторые сказали, что это доказательство того, что они все еще в детстве. Несмотря на то, что когда он не так давно встретил последнего представителя своего вида, он все равно выбрал бой как средство общения. О! Сэнди. Давай проясним это. Кевин, я сдаюсь. Я только сейчас заметил, что у Сэнди ногти черного цвета. Но без тебя она не смогла бы временно поймать меня. Вот так. Может быть. Думаешь, мы слишком балуем ее? Если бы я взяла себя в руки и забрала контроль над телом, она бы не рухнула в эту дыру. Звучит иронично. Разве не самый ироничный человек этот болван по имени... Это тупица по имени Фухуа? Всегда такая серьезная, всегда желающая относиться ко всем серьезно. И в конце, кроме еще одной дуры по имени Киана, мы когда-нибудь сделали для нее что-нибудь хорошее? Сторожила, если бы ты поступила так, как я сказала раньше, тебе бы не пришлось бы сегодня терпеть эту муку. Ты изменилась? Я? Ладно, может немного. Подумай об этом, когда мы впервые встретились. Я искренне думала, что у меня есть хорошие шансы против тебя. Но, к счастью, ты не тратил времени на слова. Если бы это была я бы бесконечно издевалась над таким высокомерным дураком. Ты не дура, иначе у нас не было бы этого разговора. В конце концов, я апостол разума. Я читаю атмосферу и вижу, что ты не ушел сразу только из уважения. Тем не менее, она уже выиграла несколько часов для своих друзей, учитывая физические свойства черной дыры. Так же, как ты столкнулся с завершенностью в прошлом. Это принципиально другое, но можно и так сравнить. Им предстоит многое сделать, если они хотят превзойти завершенность, как проект Стигма. Что ты имеешь в виду? Ты предчувствуешь собственную неудачу? Проект Стигма – худший проект. Я тоже полностью верю в это утверждение. Теперь я поняла. В конце концов, ты совсем как старожила. А без обид. Просто высказала свои мысли. В конце концов, я давно потерял интерес к спасению мира. Нет, апостол сознания. Ты тоже одна из угольков. Ох, ну, Хейди, тебе повезло. Эпически прям, поздравляю. Это нормально, если ты не можешь понять. Думай об этом как о последнем влиянии на реальность 50 тысяч лет назад.
Дискордантное сознание Ханкай исчезло. Человек, который родился, апостол. Прямо сейчас, что ты чувствуешь от Кокона? Кокон? О чем ты говоришь? Понятно. Похоже, опасения Зайца были не безосновательны. Эй, что ты имеешь в виду? Я измеряю твое расстояние от истока от угла завершенности. Похоже, ты действительно украл силу завершенности. Точнее говоря, проект Стигма захватил завершенность. Я только часть этого. Есть разница? Конечно. В прошлом химеризм позволял мне нести центр стигмы. И по тому же принципу определять и то, что я не мог стать ключом завершения. Апостол сознания. Ты обладаешь воспоминаниями Хуа. Ты должна знать, будь то Су, Хуа или я, все мы всего лишь часть головоломки, чтобы завершить окончательный проект. Даже несмотря на то, что Су пошел против тебя по предложению Мэй? Тогда мы все потеряли столь необходимое самообладание. Тогда мы все потеряли столь необходимое самообладание. Но ты права. Тем не менее, мы жаждем, чтобы эта ложная самсара полностью прекратилась в эту эпоху. Ведь звезды нельзя переставить одним махом. Ходили слухи, что много лет назад умирающий пробужденный однажды оставил сообщение для смотрителя Шиксал, сказав ему найти единственный ключ, необходимый для преодоления Ханкай. Согласно его расчетам, он мог преобразовать Бьянку Дюрандал от Аджину в этот ключ после 32 874 невыразимых узлов. Другими словами, с точки зрения вероятности, это было почти невозможно. Но этот пробужденный также сказал. В конце концов, проект Валука наконец-то нашел единственный ответ. Это не было безосновательным видением. И не для того, чтобы прославлять поражение. По сравнению с Отто и Дюрандаль, по сравнению с другими, кто знал об этом периферийно, другое существо за гранью воображения, возможно, лучше поняло бы более глубокий смысл этих слов. Так, что у нас тут загружается? Новорожденный юноша лежал в разломе. Он изо всех сил пытался встать, но потом понял, что река Шпрее была слева от него. Он был в Берлине. Он посмотрел через реку на юг, где были Бранденбургские ворота. Так тебе тогда вообще круто повезло, Хейди, если ты получил за счет круток за пыль. Густой дым от пожара вздымался взад и вперед, как грязь, пропитанная
как грязь, пропитанная кровью. Улицы были завалены щебнем. Здания и транспортные средства время от времени вдыхали и выдыхали дым, как умирающие люди. Был полдень. Под темными тучами смерти спускалась на Берлин. Это наряд? Что именно здесь произошло? Так, а что там? Брони, причем еще самые обыкновенные. Это устройство выглядит как... Нет, его вообще нельзя... Им вообще нельзя оперировать. На самом деле это просто для видимости. Так, броня, можно чуть быстрее дуть? Ну так. Не сказать, что быстрее она стала ходить. Ну ладно. Так, и куда мы идем? Что там? Что-то есть? Это фигура? Вэл Джойс? Так. Что мы тут? Вэлта встретим? Блин, почему здесь ускоряться нельзя? Так. А, мы сейчас будем на память этого Вэлта Джойса смотреть. Или нет? Почему-то это место кажется опасным. Но у нас нет других зацепок. Нужно попробовать и расследовать. Щирабимашо. Огонь. Слово всего из 4 букв символизирует величайшее благо и величайшее зло. В марте 2011 года девушка попала в пожар. Броня, вот, хватай меня. Здесь мы должны быть в безопасности. Вы в порядке, Алексеевна? Броня в порядке, дядя Максим. С этого момента лучше зови меня босс. Люди с нашей работы никогда не знают, когда им придется искать нового хозяина. А твоему новому хозяину не понравится, когда его называют дядя. Броня понимает. Хозяин дядя Максим. Ну, это дочь Алексея и Александры. Такой же негибкий. Такая же негибкая. Точнее, такая же несгибаемая, получается. Не принимай это слишком близко к сердцу. Место, которое мы годами называли домом, исчезло. Давай вспомним последние моменты этого места. Это до того, как Броня попала в приют? Броня? Киана? Слава богу, ты в порядке. Я думала, что видела, как тебя вытаскивают из огня. Надеюсь, это была иллюзия. Броня, когда ты переоделась в этот наряд? Броня не уверена, но огонь, который ты видела, скорее всего, не иллюзия. Это память Брони. Это было еще в 2011 году. Броня рассказала Киане о том, что она только что пережила.
Вот что случилось. Может быть, воля Джойса помогла нам и позволила Броне найти Киану, когда она была в ловушке воспоминаний. Но, слушая твой рассказ, будь то этот инцидент или наша текущая ситуация, подозрений все еще больше, не так ли? Конечно же. Почему это место выглядит как Луна 50 тысяч лет назад? Почему Броня превратилась в снайпера? Почему Броня увидела фигуру Велта Джойса? Почему Броня могла освободить Киану из ее снов? Какую роль играет в этом Заяц? Так или иначе, у нас слишком много вопросов, на которые нельзя ответить. А Броня так и не вернула себе силу апостола разума. Киана, ты в порядке? Мое ядро апостола стабильно, и с моим энергетическим потоком все в порядке. Но говоря о Зайце... Киана остановилась на 2 секунды. Она думала о том, как ей описать ее. Не знаю почему, но она выглядит пугающе. Не как Отто или Кевин, но властней, как апостол пустоты. Апостол пустоты? Они кажутся очень разными. Как бы это сказать? Это не имеет ничего общего с ее личностью или манерой говорить, а скорее с угрозой, которую создает ее образ жизни. Образ существования, так сказать. Это тоже сложно объяснить. Тогда давай начнем с более легкой части. А? Эта фигура... Вэл Джойс, он снова появился. Велто Джойсан. Так, вперед. Так, чудики будут появляться. Блин, чудики. О, Броня вроде бы с ними нормально разбирается, с этими чудилами. Главное, чтобы они не вышли. Блин, они что, бронированные, что ли, гады? Райден, но Котаку. Так, вроде бы Райден и Броня нормально урона наносят этим делом. Где там этот второй? Есть. Мелких этих чудиков слишком много как-то. Остался один, получается. Какая-то тень, блин, непонятная. Давай ультой. Все, чуть-чуть осталось сейчас. Есть. Так. Значит, нам нужно в портал вроде бы. Да. Так, идем, значит, в портал. Так это... Ага, исследования, похоже...
Я исследовала похожий фрагмент памяти или пространственную структуру. Потом появилась Киана. Значит ли это, что на этот раз Мэй... Киана, осторожно! Мэй? Киана, Броня! Я не ранила тебя? Конечно нет, но ты изумительна. Тебе не нужна помощь Брони, чтобы освободиться от этого странного ограничения. Возможно, потому, что эти иллюзии ослабли. Но ты сказала Броня? Это объясняет. Это память о апостоле разума. Мэй, что ты видела? Я видела кого-то темноволосого... Я видела какого-то темноволосого мальчика, которого допрашивали люди в лаборатории в... Как тебя зовут? Где ты жил? Из какой ты страны? Но тот мальчик только ответил имя. Кто я? Но тот мальчик только ответил им. Кто я? Если вы имеете какое-то... Если ты имеешь какое-то отношение к этому воспоминанию, если он выглядел так, как описывали люди из антиэтропии, тогда я полагаю, что это Велт Джойс, первый апостол разума. Мы тоже пришли сюда за его мерцающей фигурой. Несмотря на это, мы не должны забывать, что снова попали в это затруднительное положение из-за Зайца. Или скорее, проекта Стигма. То есть, все, с чем мы сталкивались до сих пор, могло быть спровоцировано Зайцем? Не знаю, но на этот раз мы должны найти ее недостаток и контрмеру против ее способностей. Иначе она всегда будет брать вверх. Ага. А если подумать наперед, то перехватить инициативу у Кианы будет не так У Кевина, извиняюсь. То перехватить инициативу у Кевина будет также сложно. Да, чтобы бороться с помощью завершенности и превзойти... Чтобы бороться с мощью завершенности и превзойти проект Стигма, нам как минимум нужно установить стабильную связь с учеными антиэтропии и Шиксал. Насчет этого, у меня такое ощущение, что Велт уже строил планы, но не разглашал их по причине... Уже? По крайней мере, год или два назад. Разве не тогда мы были еще в Святой Фрейе? Киана, ты имеешь в виду? Мэй, Броня, вы еще не помните линкор-призрак, Вы еще помните линкор-призрак, который мисс Химека вела... на котором мисс Химека захватила нас? Конечно, я попыталась взломать его основной контроль, но обнаружила, что у него нет никаких паролей или ограничений. Мисс Химека беспокоилась, что это ловушка. Хотя впоследствии мой биочип заклинило то, что произошло в Новой Зеландии, доказало, что это не имело прямого отношения к странному главному управлению. В этом случае цепочка последовавших за этим событий была связана с Коколией. Но этот линкор призрака оставался для нас загадкой. Я нашла странную почту в опорном пункте контрольном.
Дорогая Киана, приветствую. В настоящем мы возвращаем тебе линкор Селена через 14... спустя 14 лет. Ты взойдешь на трон и будешь править этим миром. Но перед этим тебе нужно будет найти 4 ключа. Молния завоевания, огонь скорби, буря желания и смерть спокойствия. По скрипту. Пароль к мостику, день рождения. Мы думали, что его отправитель не злой, а претенциозный. Даже сказали, что все станет ясно после полета на линкоре к Святой Фрейе. Но на самом деле новые проблемы возникали беспрестанно. Так что мы до сих пор не разобрались, откуда взялся этот линкор. Если быть точными, то двигатель Селены, перенесенный на Гиперион, работа доктора Эйнштейна и доктора Теслы. Однако они отказываются уточнять источник этого письма. Думаю, это может иметь какое-то отношение к первоначальному плану антиэтропии. Изначальный план? Это письмо должно быть написано доктором Теслой. Это довольно очевидно. Или вы устраните... Это довольно очевидно, если вы устраните причастные. Теперь кажется, что антиэтропия пыталась помочь мне завладеть всеми силами Сирин Апостола, заручившись поддержкой Селены. Но после победы над Апостолом Господства, никто в антиэтропии больше не поднимал эту тему. Не потому ли, что мы закончили? Ты права, но меня беспокоит, почему они хотели, чтобы я использовала силы, предоставленные этими камнями. Доктора не Отто. Они не будут составлять такой план только потому, что прикрывают силу, которой обладала Сирин. Если мы посмотрим на это таким образом, вещи действительно становятся подозрительными. Но Киана... Ты действительно думаешь, что суть дела не в Сирин, а в завершенности? Это всего лишь предположение, но я чувствую, что оно может объяснить некоторые странные вещи. Странные? Когда я была с докторами, я иногда чувствовала вину перед ними. Сначала думала, что это связано с моим физическим здоровьем. Но до сих пор это слабое чувство не покидает их. Почему бы нам не спросить их? Я пыталась спросить доктора Теслу в ту ночь, когда я уехала в Калостен. Она призналась, что написала это письмо, но сказала: есть огромные возможности для улучшения плана антиэтропии, прежде чем мы встретимся лицом к лицу с апостолом и апостолом завершенности. Доктор Тесла, почему она оставила тебя в покое? Она сказала: Киана, ты же не хочешь, чтобы твой учитель читал твое неотредактированное сочинение в классе, не так ли? Это то же самое. С другой стороны, это указывает на то, что проект Стигма не единственное решение для нашего мира. Что? Мне смешно это... Это что? Это смешно... Я что-то смешно говорю? Нет, думаю... Киана,
Ты дура. Ты уже сделала это с Мэй, но теперь ты волнуешься из-за этого? Так. Броня? Ха, Броня, как всегда, неумолима. Хорошо, мы можем подумать об этом после того, как вырвемся из-под контроля Зайца. Мы ничего не можем сделать с Кевином при таких условиях. Может ли это быть? Почему перед нами предстал первый апостол разума? Броня не знает. Это может быть сложнее, чем кажется. В любом случае, это наша единственная подсказка на данный момент. Идем вперед осторожно. Вперед это куда? В портал? Так, и куда? О, все трое идут. О, вот это уже интересней. А то всегда только твой персонаж и все, а тут еще кто-то за спиной есть. Так, а куда? Правильно я иду вообще? Куда идти-то? Ага, по лестнице. Все, понял. Так. Ну, не в этот портал, это я точно. Так, это телепорт здесь? Наверное, из-за того, что по истории нельзя его... Че, издевается, что ли, эта штука, или что? Сюда зайти нельзя. А, все. А тут еще и лифт какой-то. Ну, похоже, что да. Так, и куда мы приехали? Ты гля, они даже выбежали первые. Я думаю, они такие будут даже как болванчики стоять сзади меня, пока я не двинусь. Ты гля, они даже двигаются. Вау, вот это уже интересненько. Сделали. Так, и где мы? Да ладно, бой сейчас будет. Ладно, будем драться. Так, здесь у нас есть препятствия тоже. Так, исходя из информации от Рейвена, им не интересны апостолы, так что же они от нас скрывают? Кёфуни, ваташино. Seed of Idea. Семя идеи. Прикольное название мобов. Только какой идеи, это уже другой вопрос, да? Чё за дурики? Они тут откуда взялись вообще? Так. Херяк, херяк. Блин, неудобно. Чат закрывает экран. И мне не видно, когда какого перса этот переключиться можно, чтобы активировать эту способность переключения. QTE, это как она там называется. По-русски я не знаю, как она будет называться, естественно. Похьо Роукун. Дендо Рёкай. А подожди, они... Это что такое? А, подожди. А, нет, все, мне показалось. Нет. То показалось, что от них тоже ядра остаются, как у этих, как у воображаемых этих чудиков. Что надо сначала жизни их снести, а потом ядро уничтожить. Так, все.
Да, блин, разойдитесь. Так. Что здесь? Так. Я понимаю. Я пришел к вам из трещины, как вот это. Разлома. Я пришла к вам через разлом, как вот этот. Но на этот раз Джойс не появился. Ага. Если это действительно была воля Джойса, возможно, никакое другое существование не было запечатлено в этой памяти. Тем не менее, это все еще стоит изучить как подсказку. Эй, с днем рождения. Это для Брони? Твой папа дал мне это. Влад откопал его в прошлый раз, когда помогал мне убраться. Думаю, это будет хорошим подарком тебе на день рождения. Спасибо. Не упоминай об этом. Алексей в молодости хотел быть скульптором и любил дарить нам новинки, которые собирал еще после службы в армии. Тогда я не думал, что они представляют какую-либо ценность. Кто бы мог подумать, что сегодня они станут предметом коллекционирования? Включая этого кролика? А, вот почему Броня зайчик. Ха, конечно нет. Если бы оно чего-то стоило, мы бы уже обменяли его на еду. Еда дорогая, Броня знает. Малышка, наша жизнь была не такой уж трудной. Тогда все в Сибири принадлежали к одной стране. Мы не дрались друг с другом и не беспокоились о том, что нас ограбят соседи. Второе извержение, оно превратило нашу родину в бесполезное кладбище. Шиксал бросил нас, страна бросила нас, и, в конце концов, мы отказались от самих себя. Никому не нужна достойная работа. Люди с оружием либо становятся бандитами, либо нанимаются, как мы. Что еще мы можем сделать? Нам нужно выживать. Понимаешь, Алексеевна, мы не желаем нормальной жизни. Получается, Броня Алексеевна. Ну да, если ее отец Алексей. Броня Алексеевна. А зайчик, наверное, скорее всего, уже или она себе взяла, или ей дали, потому что... Ну, посмотрим вообще. Что там скажут. В Сибири никто не живет чертовски нормальной жизнью. Это детство Брони? Извините за это. Пожалуйста, не вырос... Пожалуйста, Пожалуйста, не надо. Я выросла в Сибири, и жизнь там тоже непростая. Дядя Максим был товарищем моего отца Алексея и другом детства. Я не знаю своих родителей, сколько себя помню. Для Максима заботиться обо мне и учить, как выживать на войне. Сколько себя помню, дядя Максим заботился обо мне и учил, как выживать на войне. Это было до того, как ты встретила Коколью? Ага. Это был мой 10-й день рождения. Следующим летом дядя Максим, копивший деньги на ремонт нашего дома, погиб на работе из-за осечки. Тот, кто стрелял в него, был мальчиком немного старше меня и впервые отправленным на войну.
Банда дяди Максима распалась. К зиме нужно было как-то зарабатывать деньги. И в итоге я познакомилась с матушкой. Броня. Это было давным-давно. Броня сирота. Матушка Коколя и дядя Максим были в Сибири простыми людьми. Ничего особенного в нас не было. Думаю, лед не замерзнет за день. Проблема этой земли не может быть решена только отдельными усилиями. Хотя родители Кианы и Антиэтропия спасли бесчисленное количество жизней, социальные последствия и вторичные бедствия, вызванные вторым извержением, все же разрушили веру в эту землю. Государство распалось, и началась война. Упорядоченная Сибирь превратилась в рай для разбойников. Потребуется поколение, чтобы восстановить нормальную жизнь в таком отчаянном месте, если это возможно. Но Броня знает только хаотичную сторону моей родины. По сравнению с старшими поколениями, которые видели, как их жизнь рушится, Броня считает мое поколение счастливым. Даже если мы победим Ханкай, нам все равно нужно восстановить мир с помощью силы каждого. Победа над Ханкаем больше похожа на первый шаг к изменению мира. Если мы хотим изменить этот несовершенный мир к лучшему, все его составляющие должны работать сообща. Как сказала Дюрандал, мир — это холст, красота которого зависит от цвета, который каждый из нас рисует на нем. Ага. Подобно апостолу разума, это общая мысль 300 тысяч человек. Должно быть, поэтому Элизия настаивала на том, чтобы каждый охотник за пламенем был незаменимым. Ладно, зацикливаться на прошлом нам не поможет. Мы должны вернуться к поиску улик. Ага. Так, ладно. Ищем улики. Так, Броня, давай побыстрее. Вот реально, Броня, ты не можешь сесть на своего этого робота и побыстрее лететь? Опять чудики. Блин. Теперь после каждого такого места будут вот эти чудилы, блин. Как я понял. Кайнасай. Кайнасай. Курикара. Кайнасай. Прикурика. Или закурика. А вообще странное название, это Курикара. Я пытался найти, посмотреть, что оно значит, и что-то особо так и не нашел. Все, Курикара. Блин, я хотел Киану нажать, ну ладно. Вот сейчас. Коноректо субете но тачкеры. Симпай на киоткита. Райден но котаку. Хаяку. Блин, давайте уже помирайте, блин, достали вы. Тут помимо этих чудил, еще потом после них вот эти дурики появляются. Еще приходится с ними сражаться, блин. Я еще выбрал такую команду, чтобы, типа, по истории было более логично ими проходить, типа. Ну, чтобы иммерсивнее было, так сказать. Но таким ходом, блин, долго с чудиками приходится разбираться с вот этими. Странно, блин, Райден вроде электроперсонаж, а вот эту электроштуку не накладывает почему-то. Все.
Так. Значит, продолжим. О, тут у нас море. Уже что-то поинтереснее. Так, я что-то еще хотел. Сейчас. Секундочку. Так, продолжаем. Блин, не то. Сейчас, секундочку. Так. Один поэт сказал, что мир благословляет только тех, кто живет настоящим. Один такой может черпать пищу из случайных колебаний судьбы, как то, что трава делает с росой. Когда приходит весна, людям не нужно оставаться на зиму. Только после того, как люди обрели чистоту, они могут обнаружить чистоту своих ближних. Более полувека назад на окраине Сен-Мориса, Швейцария. Как оно было, Карл? Надеюсь, мои навыки не слишком заражены. Дай угадаю, Карл, а это Клара, которая играет на кларнете. Ну, правда, это не кларнет, но это скрипка, но все же. Эмма Планк. На самом деле, ты играешь еще красивее, чем раньше. Это... Не так ли? Ты стал милым собеседником. Боже, я ждала целую вечность, когда ты увидишь свет, но в тот же день твой кузен начнет новую жизнь за Атлантикой. Скажи мне правду, ты несчастен? На самом деле я... Мужчина по имени Карл ухмыльнулся. Тебе должно быть трудно переехать в новую страну. Я знаю, что ты это... Я знала, что ты это скажешь. Война наконец закончилась. Я еду в Пристон, чтобы проводить новые исследования. А ты едешь в Берлин, чтобы работать психиатром. С этого момента наша жизнь станет более занятой. Этот мир когда-то сбился с пути. Человек по имени Карл смотрел вдаль. Нам повезло, что мы можем внести свой вклад в его возрождение. В такие моменты ты всегда становишься серьезным. Мы шелест листьев, отвечаем бушующей буре своими голосами. И кто ты, молчаливый? Но маленький цветок? Я маленький цветок. Думаю, это стихотворение тебе очень подходит. Очень или не очень, но подходит, да. Броня видел ее на фото. Она одна из основателей антиэтропии. Эмма Планк. Наставница доктора Эйнштейна и доктора Теслы? Да, и похоже, у нее сложные отношения с первым апостолом разума, Фелтом Джойсом. Но даже память о Карле Густаве рассеяна здесь. Ядро апостола разума находится в опасном состоянии. Что ты имеешь в виду? Карл Густав один из 300 тысяч составляющих ядро, а возможно и первый.
Другими словами, он является не только источником Велта Джойса, но и источником Апостола Разума. Таким образом, вывод, который мы можем сделать, таков. Под влиянием проекта Стигма ядро Апостола Разума распалось на физическом уровне. Распалось? О, это не так страшно, как кажется. Ядро состоит из 300 тысяч разумов, так что теоретически каждый из них может выйти. Апостол Разума — это единая концепция, поэтому два Велта и Броня владеют 300 тысячами разумов. Настоящий вопрос заключается в том, как избавить распределенное ядро от влияния проекта Стигмы, чтобы дать возможность Броне восстановить силы. Но у нас с Мэй такой проблемы не было. Подожди, это потому, что наши ядра не разделяются? Может быть, это не точно. Может быть, это нечто большее. В отличие от вас двоих, Броня не Броня не вознесшийся апостол. Апостол Разума никогда не возносился? Да, это потому, что Вэл Джойс с самого начала был апостолом, борющимся за человечество. С помощью 300 тысяч мыслей он сопротивлялся искажению Ханкаем своего характера и превратил силу разрушения в щит для людей. Это делает апостола Разума уникальным среди правителей. Среди апостолов. В течение многих лет антиэнтропия пыталась увеличить выходную мощь этого ядра, но безуспешно. До сих пор сила, которую Джойс продемонстрировал в финальной битве, все еще была за пределами нашей досягаемости. И как ты видела, Мэй, вознесшаяся в Многозорье. Если считать только по наблюдаемой выходной мощности, то ее пределы далеко не только превосходят ваш и мой, твой и мой, но и уж точно Джойса. Эйнштейн сделал общепризнанный вывод на основе совокупности доказательств. Рождение Велта Джойса не связано с вознесением, а ядро апостола Разума по существу такое же, как и у жемчужины желаний. Как у камня желаний. Даже если вы полностью синхронизировались с этим ядром? Ага, это было чудо, которое приблизило меня к силе Джойса, и это... и все. Значит, мы никогда не высвобождали всю мощь этого ядра? Ни разу? Учитывая пример Мэй, это может иметь... это может быть... учитывая пример Мэй, все может быть так и быть. Но, как я уже сказал, уникальность этого ядра не позволяет нам воспроизвести случай с Мэй. Но Броню это устраивает. Если уникальность этого ядра помогла Джойсу и нам, значит так и должно быть. Как сказал мистер Ян, апостол ядра разума не так стабилен, как Мэй и Киана. Но с другой стороны, найти силу апостола разума может быть и то же самое, что найти слабость зайца. А?
Просто, может быть, назовем это догадкой. Возможно, апостол разума существует так же, как и сам проект Стигма. Если мы примем во внимание утверждение мирового змея, проект Стигма объединит волю людей через сновидение и в конечном итоге доминирует над завершенностью. Это звучит правдоподобно, как миф. Но что, если мы сравним это с состоянием, когда апостол разума был при рождении? Ты имеешь в виду мысли 300 тысяч? Да, все они в этом ядре являются распределенными компонентами. Вы можете сказать, что либо все они апостолы разума, либо ни один из них не является апостолом разума. С этой точки зрения мы можем утверждать, что именно из-за этого структурного сходства проект Стигма оказывает гораздо большее влияние на ядро апостола разума. Это может быть даже ядро апостола разума, а не проект Стигма, который заманил нас сюда, если это правда. Тогда то, что сделала Заяц, скорее всего, воспользовалась ситуацией. Она стимулировала ядро, чтобы оно дискретизировалось и стало более похожим на Стигму. Вы помните, что сказала Дюрандал? В пространстве, непосредственно контролируемое проектом Стигмой, вещи, близкие к Стигме, спонтанно расширяют его. Несмотря на то, что неподвижные точки в воображаемом пространстве, а именно ядра апостолов, могут обратить это расширение вспять, если не образуют паутину, мы можем оказаться в ловушке, как добыча паука. Но как мы можем это подтвердить? У нас действительно нет точки выхода. Я уже упоминала об охотнике за пламенем по имени Кальпас. Он хотел найти ответ на аналогичный вопрос, поэтому продолжал разрушать структуру царства Элизии. Но это в виртуальном мире. Мы в реальном мире, так что сила апостола пустоты применима. Этот лабиринт просто паутина, которая не вечна. Мы можем найти ее слабость. Но что это может быть за слабость? Постойте, может быть это воспоминания, которым мы подверглись? Это возможно. Если мы хотим уничтожить сеть, мы должны нацелиться на ее поток. Это может быть очень сложно, но, Киана, ты можешь попытаться сломать что-нибудь силой апостола пустоты. Понятно. Но, Броня, ты же знаешь, что это может повредить воспоминаниям бывших апостолов разума, да? Все в порядке? Все нормально. Собственно говоря, Броня верит в упорство апостола разума. Броня верит, что это упорство создаст возможность сломать статус-кво. Так что, Киана, когда у тебя будет шанс, не сдерживайся. Предоставь это мне, Броня. Макасете, Броня. Так. Блин, нельзя Киану или Мэй взять, чтобы быстрее двигаться здесь? Блин, Броня еле-еле ползет. Ну да, опять чудики. О, тут эти чудики.
попробуем быстренько с ними разобраться, если получится. Вообще. Собейте, но тачкеры. Ух, ё. Еще увернуться получилось. А что-то... Они такие бесючие, вот эти вот чудилы. Так, ладно, ультанем. Аташини фукуджиши насай. Блин, что происходит вообще? А, все, вот. Задвигалась, наконец-то. Давайте уже, гады, помирайте. Вы чё, бессмертные там? Тени какие-то непонятные, блин. Все? Ура. Так, и что там? А, так это Вэл Джойс? Да, Броня... ほとんどは何も話さず、ひたすら道を歩いたり、ブローニャの方を見つめているだけでした。 Так, и хоть бы больше боев не было. А Броня, давай дуй быстрее. Куда мы там идем? Боев-то не будет, блин? Или уже эти бои? Конечно, больше воспоминаний здесь. Давайте. Так. Затем, чтобы нацелиться на это, мы собираемся попробовать то, что мы упоминали ранее. Да, но Киана. У тебя есть что-то, что тебя беспокоит? Да, когда мы только что увидели фигуру Джойса, мне показалось, что ты что-то сказала. Я не знаю, как это выразить. Из того, что я чувствую, эта фигура состоит из чрезвычайно сложных эмоций. В чем-то он похож на мистера Яна, а в чем-то на апостола пустоты. Он даже чем-то напоминает Сирин. Во всяком случае, мне кажется, это не просто сила апостола разума. Это влияние Зайца? Это наиболее вероятная причина. Личность Зайца может быть более сложной, чем она утверждает. Она действительно кристалл стигмы Шаряк. Что она имела в виду, когда так описывала себя? Понятно. Похоже, это игра для смелых. Игра для смелых? Приготовься опробовать наш план, Киана. Я собираюсь развязать эту паутину. Юноша очнулся от специального дирижабля. Юноша очнулся на специальном дирижабле жизнеобеспечения. Окружающие дисплеи были искажены выпуклым стеклом. И он увидел то, что казалось миром в аквариуме. Он молча нажал определенную кнопку внутри дирижабля и запустил системное объявление. Ваш сердечный ритм составляет 67 ударов в минуту, и при каждом сильном вдохе вы потребляете 4,28 литра воздуха. Основные показатели вашего тела очень здоровы. Вы можете покинуть этот дирижабль в любое время. Юноша снова нажал ту же кнопку. Подтверждаю завершение. Дирижабль скоро будет. Пожалуйста, будьте осторожны. Дирижабль скоро отбудет. Пожалуйста, будьте осторожны.
Доброе утро, Иоахим. Не устроите тебе завтрак? ああ、ありがとう、エイダ。 Да, спасибо, Ада. 食堂で食べよう。今すぐ行くから。 Давай поедим в столовой. Я сейчас приду. Несмотря на то, что он сказал это, юноша все еще был одет в купальный халат и бездельничал на старом одноместном диване, пока вытирался. Поперек дивана стоял ряд книжных полок, практически пустых, так как на них было свалено всего несколько книг по теории физики. В конце концов, юноша встал и отодвинул эти книги. Он подобрал спрятанную внизу книгу «Счастливый принц». Замысловатая иллюстрация на обложке уже пожелтела от времени, но на первой странице остался след от красивого девичьего почерка. Удачи вам в здоровье и учебе. Риана Бригантия, ноябрь 1955. Тогда она была самой сильной валькирией в Шиксал. Поскольку она случайно сломала его игрушечного робота, она подарила ему небольшую компенсацию, когда ему было 8 лет. Что это было? Как там, Киана? Ты в порядке? Как бы это сказать? Я никогда не думала, что использование моего авторитета в чужой памяти будет настолько требовательным. Если бы только апостол разума была еще с нами, мне старательно удалось освободить свое сознание от пассивного наблюдения, но однажды я попыталась воспользоваться своим авторитетом. Это воспоминание тут же исчезло. Но незадолго до того, как он исчез, там определенно что-то было. Может, это заяц наблюдает за нами? Броня не уверена, но если это так... Когда снова представится возможность, Броня надеется, что Мэй тоже подготовится к этому. Вы имеете в виду, что я должна использовать власть апостола Грома, чтобы атаковать другую сторону через слабость, которую создаст Киана, как раз перед тем, как воспоминание исчезнет? Конечно. В любом случае, мы должны принудительно вызвать реакцию у этой сущности. Таким образом, мы сможем найти больше слабых мест. Тогда мы должны искать больше воспоминаний. Да, давайте сделаем это практически, шаг за шагом. Блин, сейчас опять с какими-нибудь чудиками сражаться. Давай, вперед. Хоть бы чудиков не было, пожалуйста. Давайте сразу... Есть. Есть. Чудиков нету. Повезло. Так. На этот раз я не вижу Джойса. Но мы должны были... Так. Но мы должны быть готовы в любом случае. Поскольку мы обнаружили сущность, скрытую за воспоминаниями, она может заметить, Она может заметить это и принять контрмеры. Короче говоря, будьте бдительны и готовьтесь к бою. Верно? Точно.
一応お前にも伝えておく。ブラッドは死んだ。 Просто хочу сообщить, что Влад мертв. 彼は自分 Точнее, の仕 что 事を Влад 完 умер. 遂できなかったんですか？ Он не закончил свою работу? あのバカ。 Не. Этот идиот взорвал миномет и убил нашего клиента. おまけに俺のやつはあっさり言っちまったが。俺たちの雇い主は Хорошо, что он умер тут же, в отличие от нашего клиента, который был слишком ранен, чтобы говорить, и мог писать только на земле чьей-то кровью. どんな遺言かと思ったら Оказывается, наш клиент писал не причудливые последние слова, а слово «больно». Слова снова и снова, пока полчаса спустя не пошло... пока полчаса спустя не умер. Черт. ブローニャ、俺がいつか同じ目に Броня, если мне когда-нибудь так не повезет, найти кого-нибудь, кто врежет мне в голову мне в голову шапку, чтобы твой дядя Максим не сдох в шутку. ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。 Броня целится лучше других. そういう意味で言ってるわけじゃないんだが。ま、気持ちはもらっておくぜ。 Это не то же самое, но я ценю эту мысль. さあ、ブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかった。 Давай, Броня, это настоящее дело. Нам не заплатили, но мы заполучили этого ребенка, и это лучше. これは Это パソコンだ。どうだ？初めて見ただろ。 компьютер. Держу пари, ты никогда не видела. 結局ブローニャが何かを覚える前に В конце концов, прежде чем Броня успела что-то узнать, она сгорела дотла вместе с папиными матрешками в конце концов, прежде чем Броня успела что-то узнать, он сгорел дотла вместе с папиными матрешками в том костре. シベリアの全てはいつもこうです。 Такова жизнь в Сибири. Дела идут к лучшему только для того, чтобы снова погрузиться в отчаяние. しかしそれでもブローニャはシベリアを Даже так, мы не можем заставить себя ненавидеть ее. В конце концов, она была и останется нашей родиной. いえ、違う。 Странно, почему Броня так естественно обрела мысль в памяти? 誰ですか？ Кто здесь? Это конец этой главы? О, Прометей. История интересна, Броня Зайчик. В конце концов, величайшая сила человечества в повествовании. プロメテウスですか？ Этот голос Прометей? その名で呼んでも構いません。 Ты можешь обращаться ко мне по этому имени, хотя это может показаться невероятным, но если ты хочешь узнать о слабостях Зайца, тебе было бы полезно выслушать меня до конца по предыдущей теме. では、一つだけ質問させてください。 Тогда пусть Броня задаст другой вопрос. Тогда Броня задаст другой вопрос. Твоя пузырьковая вселенная, это... 逆転することなく消失しました。 Она безвозвратно исчезла. Она безвозвратно исчезла. Доктор Мэй тоже. Я была защищена судьбой и временно живу в форме данных. この話はここまでにしましょう。 Тогда эта тема заканчивается здесь. Печаль и прошлое не могут помочь никому двигаться к своему будущему. Особенно, судя по тому, что я недавно поняла. 皆さんがまだ成婚計画に抗い、 Если кто-то из вас все еще желает сопротивляться и свергнуть проект Стигма, тогда сила апостола разума является одним из краеугольных камней для этого. 断りの律者が礎に？ Апостол разума является краеугольным камнем? その通りです。離
話すと長くなります。 Верно. Но это длинная история. В любом случае, нет смысла говорить об этом воспоминании, которое ты никогда не сможешь охарактеризовать положительно. あなたたちのいる空間に少し Позволь мне дернуть за ниточки в пространстве, в котором вы не находитесь. Похоже, все это время тот человек, который был за кулисами, так сказать, это было Прометеус в виде информации. Кода информации, точнее, наверное. Привет, игровой, как дела? その細工とやらで Немножко из прошлого брони ты пропустил, игровой. Куда ты переместил Океану и Мэй? За эти ниточки дороговаты? あなたたちの立釈話を元にして Я создала разные пути отхода для каждого из вас, основываясь на ваших ядрах апостола. Поверь, это более эффективный метод. 誤解しないでください。別に誰か Пойми правильно, я не говорю, что кто-то сдерживает других. Тем не менее, Заяц уже обратила внимание на авторитет апостола разума, поэтому нам нужно разработать более конкретные меры противостояния. ウサギどうして彼女の状況がわか Заяц? るんですか？ Почему вы так хорошо понимаете ее ситуацию? 確かに不思議かもしれませんね。 Это действительно невероятно. В заключении она активно использовала некоторые функции стигмы, 運よく чтобы перенести мою систему вычисления из пузырьковой вселенной, чтобы поддерживать ее. 単なるデータのコピーではありません。 Поскольку это не просто копирование данных, я могу поверить, что я в настоящем и рядом с доктор Мэй. オリジナル Один и тот же человек. 関係ではないと確信しています。 Оригинала и копии нет. つまりあなたにとってウサギは Итак, можно сказать, что Заяц твой спаситель? 恩を返すつもりはないので、その表現 Поскольку у меня нет намерения отплатить ей, это описание не соответствует действительности. С ее точки зрения, я просто один из новых людей, как и все вы, у которых есть свобода действовать так, как мы хотим. ですが、科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えません。 Что готовишь, игровой? Броня так и не думает. Какую свободу ученый дарует белой мышке в лабиринте? いいでしょう。その考えは理解できます。 Ладно, я понимаю, что ты чувствуешь. Действительно, эффективность не может решить все проблемы. 少し焦っていました。 Признаюсь, я немного поторопилась, так что пусть приходят к тебе. 断りの律者。 Так что пусть приходят к тебе, апостол разума. На мгновение мир показался перекошенным. Когда Броня пришла в себя, ее спутники вернулись на прежнее место. Мэй? Броня? よかった。みんな無事なのね。 К счастью, все в порядке. それでどうしてあなたがここに？ Итак, что ты здесь делаешь, Прометей? あなたたちがここがどこかを理解する。 Ответ будет легко увидеть, как только вы узнаете, что это за место. Сказав это, она повернулась к Киане и Мэй и объяснила, что только что произошло. すぐにわかるんですか？ Легко заметить. あなたの話を聞いて、ブローニャも У Брони есть некоторые догадки после того, что ты только что сказала. ここは月ですし、律者 Это Луна, но это также и внутренняя часть ядра апостола. 正解ですか？ Права ли, Броня? あなたは勘がとても鋭いですね。 У тебя вполне развитая интуиция. 博士と私がいた世界の泡のように。 Подобно вселенной пузырю, в которой находились мы с доктором, это место, где время временно восстанавливается, но его причиной является нестабильное ядро апостола. Но, судя по Броне и опыту мистера Яна,
ядро апостола разума все же более стабильное, чем другие ядра апостола. もしその理由が羽化にあるなら И если одной из причин этого явления метаморфоза, тогда апостол разума становится исключением. いえ、本当の原因は Нет, настоящая причина, скорее всего, это мысли 300 тысяч человек. 30万人の思想 300 тысяч человек? Разве это не основа апостола разума? はい。しかし、ウサギの視点から見ると、成婚計画の影響を受けた И действительно, но по мнению Зайца, именно в этом корень нестабильности ядра под влиянием проекта Стигмы. やっぱり、そういうことなんです。 Я так и думала. 言いましたよね。人類の最も偉大な Как я сказала, величайшая сила человечества в повествованиях. 断りの律者でも成婚計画 Будь то апостол разума или проект Стигма, все они истории в сущности. 物語が強ければ強いほど、それは世界を Сильная история может изменить мир, слабую историю можно そして можно свести к клочку бумаги. そう言われてもどうして Даже если это правда, как можно назвать истории о апостоле разума и おかしすぎるわ как можно назвать историей Ага. Даже если это правда, как можно назвать как можно назвать историей апостола разума и проект Стигма? おかしく感じるのも無理はないでしょう。 Я めんどくさがって Я увидела, как вы будете сбиты с толку. Я предугадала, что вы будете сбиты с толку, потому что я думала, что это слишком хлопотно, поэтому сначала изложила заключение. 大丈夫です。 Все нормально, я помогу вам разобраться в этом шаг за шагом. 皆さんも知っているように、断りの律者の力は Сила апостола разума состоит в том, чтобы конструировать, создавать из воздуха то, что в противном случае потребовало бы сложных процессов. なので、断りの律者の上限は Апостол разума ограничен только тем, что цивилизация считает возможным, так сказать, ограничение повествования. 限界となる物語の限界。 Ограничение повествования? まとまりのない体現相互ではなく、 Я имею в виду повторяющуюся риторику, повторяющуюся риторику, которая продолжается до отвращения. Я имею в виду правдоподобные повествования по существу. 道徳は女子。金銭 Мораль, деньги, язык, обычаи, эстетика, все рассказы. Все истории, начиная с самых ранних людей, живые сказки, 農業の時代、その全て живые рассказы. 文明と呼ばれ И это привело к тому, что мы называем цивилизацией. メイ博士自身の言葉を借りると、 Как сказала доктор Мэй, цивилизация возникла из вымысла, но выход за пределы реальности. Цивилизация возникла из вымысла, но выходит за пределы реальности. 断りの律者の構築と描写は Может быть, это заставляет сказать, что конструкция или изображение апостола разума — это вымысел, но все же цивилизация. もちろんです。生活を構築 Да, する все прекрасное в нашей жизни происходит от человеческого изобретения и 干渉や感情から восприятия. 来ています О таких вещах невозможно говорить без моей воли. 語れません。 Без воли. Без человеческой воли. でも本来の自然 Но как насчет возвращения в естественное состояние? 森林公園のリゾートホテルと原始人の洞窟は同じではありません。 Курортные отели, расположенные в парке, отличаются от пещерного жилища. Одна история в 1000 раз сложнее другой. ゼロから一へと文明は Цивилизация всегда создавала то, что было только воображаемым. Люди создавали все, что у них есть. Им позволили сделать это. 全てを同じように物語にあるのです。 Это тоже повествование. それって文
明の伝承。 Ты имеешь в виду наследие цивилизации? その通りです。人の最初の英雄譚から Правильно. От героических легенд до слов на доске и данных в электронной памяти. Все повествования, создающие собственную историю. 人々は物語の中で戯れ Людям нравятся истории, они учатся на них и используют истории, чтобы объяснить тех, кто отличается. さらに言うと人類は物語 Люди – животные нарративов, а нарративы – это то, как человечество может изменить мир. かつての学者はこういう物語と叙事を理性と呼びました。 Исследователи 構築の律者であるあなたが Исследователи прошлого называли нарратив причиной. Как тот, кто творит. Именно поэтому вас называют апостолом разума. そしてたまたま三人目のことは Как оказалось, путь Брони, как и третьего апостола разума, тоже наполнен унаследованным нарративом. でもあなたの言う物語が Но если эти нарративы подчеркивают именно это, то как насчет проекта Стигмы? 成婚計画は物語の物語 Проект Стигма – это нарратив о нарративах, созданной историей, чтобы управлять всеми историями. もう一人の博士が好む表現を使うと Как любит выражаться другой доктор, это абсолютная идея самобытия, 概念自体の концептуальная бесконечность. そして私自身の言葉で説明 Я вижу в этом реакцию на восходящую спираль цивилизации, возникающую из того, что нарративы существуют сами по себе отдельно от них самих. 存在するつまり物語が人から離れ自分の物語 Ты имеешь в виду, что история отделяется от рассказчика и начинает рассказывать свою собственную историю? はいこういった状況は Да, это происходит с самого начала человечества, но большинство об этом не знает. 例えば先ほど言ったようにメイ博士や Как я уже сказала, доктор Мэй и я обе думаем, что это героический эпос или компьютерная программа. Все они представляют собой повествование всей истории. プログラムとデータに同じ価値があるという В компьютерных программах и данные одинаковы. Кажется, сам человек – разум, гигантская, сплетенная паутина нейронов. 一つの女子でありみんなにとって Это также повествование, предоставляющее собой историю, уникальную для каждого человека, их истинное «я». そこから考えると人類の文明 В этом смысле цивилизация – это изначальная история, рассказанная историями, огромная паутина, образованная идеями, с отдельными единицами, которые мы называем людьми. つまりあなたの話だと По твоему мнению, сюжетные единицы, служащие строительными блоками цивилизации, это люди независимые, свободные и способные придать смысл себе. そして成婚計画ではそういうユニット А проект は Стигма – это деконструированная, реорганизованная единица, которая может существовать в любой форме, пока поддерживает цивилизацию? 優れた理解力です。人類と文明 Вот и все. Для человечества и цивилизации именно так они заканчивают の可能性のあるやり方 детство. です。 Ну, броня Гандам будет прикольная. И Мэй воплощение Лизи, так сказать. 子供時代から卒業。 Выпускник детства. 似たようなことはすでに歴史で何度も Это случалось много раз в истории, не так ли? あなたの歴史も Будь то ваша история или наша история, смысл, сотканный человечеством, все время действует на само человечество. 信仰や金銭のために生きる人もいれば Всегда есть те, кто живет и умирает за веру и за деньги. Эти штуки решают, кому жить, а кому умирать. Их создало человечество. 広い意味で考えると社会の礎は Общество перешло от идолопоклонников к контрактам,
а промышленности от самоокупаемости к спросу и предложению. Все оторвано от личности. Суть своего бренда не в человеке, а в самом слове «бренд». Мысли доктора Мэй важнее ее существования. Кто апостол разума, не так важно, как ее борьба за человечество. А для третьего апостола разума это становится еще более очевидным. Если бы это был Джойс или Ян, они бы также обеспокоены, были бы также обеспокоены и хотели дать отпор, как и ты, верно, Броня? Не пойми меня неправильно. Здесь у меня нет предвзятости. На мой взгляд, естественная человечность и выдуманная история – это две стороны мировой судьбы. Люди управляют историями, истории управляют людьми. Это тонкий баланс, что позволяет цивилизации процветать. Но с Ханкаем вымысел ведет войну с реальностью. Баланс нарушен, и человечество, и истории должны снова найти свое место. Апостол и проект Стигма находятся на двух концах. Во-первых, независимое повествование, свободное от цивилизации. Во-вторых, универсальная история, которую не нужно рассказывать. Да, я видел игровой, что ты хочешь вернуться в Ханкай. С нашей стороны конфликт не является непримиримым. Ты говоришь о апостоле человечества? Да, такие апостолы принадлежат цивилизации. Кому нужно создавать фантастику, если они смогут преодолеть завершенность? Тогда это лучший ответ, который может предложить парадоксальный Ханкай. А проект Стигма? Как сказала доктор Мэй, проект Стигма – стандартный ответ. Стандартный? В смысле завершенность? Более того, стандарт означает худшее. Разве это не человеческий образ мыслей? Истории предлагают замечательные картины человеческой цивилизации, но это обычно не относится к индивидуальному опыту. Ранние фермеры жили хуже, чем охотники. Первые рабочие были хуже, чем фермеры, хотя без них не было бы стандарта цивилизации. Но нет повествования, в котором они были бы вознаграждены за свои усилия. Некоторые рассказы также говорят им, что они заслуживают страдания. Это стандартное повествование человечества. Жизнями людей движет воображаемые цели в обмен на прогресс, сознательно или бессознательно. Это позволяет вымыслу разрастаться. Истории показали, что отпускание может помочь, что отпустить может помочь освободиться людей из оков предыдущего повествования. Но цена за освобождение очень высока. Подожженные горы, бесчисленные смерти на войне, проект Стигма, разрушающий человечество. Если рассматривать человечество в целом, то они выбирают худший ответ. Поколение за поколением. Отрицание реальности вымыслом.
Но дух апостола разума наследует реальность. Сила апостола разума является ключом к борьбе с проектом стигма. Если мы остановимся на вымысле, у нас уже есть вывод. Но мы говорим о реальности. Нужен более внимательный взгляд. Но мы стоим здесь какое-то время. Ради эффективности работы, как насчет того, чтобы прогуляться? Броня все равно, а может Киане надоело стоять? そこまで飽きてるわけじゃないから Я не настолько нетерпелива. でもプロメテウス Но, Прометей, когда ты говоришь прогуляться, включает ли это воспоминания о прошлом? もちろんです。 Конечно же. 何しろ先ほどの行動の作戦は Ужасная стратегия была правильной, просто неэффективной. 効率が悪く И я оптимизировала ее. ウサギから聞きましたが Я слышал от Зайца, 断りの律者であるあなたは分散式 броня как у апостола разума. Броня как у апостола разума, у вас есть распределенное ядро, которое можно делить на 300 тысяч раз. Может ли это быть правдой? Правильно. Господин Ян сказал, что они выжили во время извержения Ханкай в Берлине. Остатки города, который был уничтожен. Неудивительно, что пространство перед вами такое, какое оно есть. Так, ладно. Вперед. Блин, не люблю я и ходить, и читать диалоги. Вообще неудобно. Так, у меня появилась важная идея. И броня? Ладно. Броня и броня. Блин, прикол в том, что по сути они две... Что там летает с протезами на ногах? Что это летает? Только это живая, а та... АИ. Куда мы идем? Броня. Так. Для проекта Стигмы наиболее легко деконструируемым апостолом этой эпохи является апостол разума, предоставляющий серьезную угрозу. И Заяц не должна быть вовлечена. Вам просто нужно обнажить свои... И Заяц не должна быть вовлечена. Вам просто нужно обнажить свои недостатки перед проектом Стигма. И последний шаг во всем этом — наша ссора с Кевином? Битва истощила и без того нестабильную силу апостола разума, в результате чего она была разорвана на части проектом Стигма в более высоком измерении. Оставшиеся фиксированные точки направляются в эту крошечную пузырьковую вселенную, которая родилась в результате завершения и в свою очередь запирает вас внутри. Видение Зайца проекта Стигмы состоит в том, чтобы использовать страну грез для соединения сознаний в качестве сосуда для чисто вымышленной цивилизации. По сравнению с рождением апостола разума, кажется ли это знакомым? Ты имеешь в виду? Вэл Джойс, он... Если кто-то скажет, что проект Стигма может создать Божьего Адама, то ваш первый апостол разума, несомненно, будет Адамом человечества. Странно слышать, как ты так говоришь о ком-то, кого не знаешь. Но одно верно. До вспышки Ханкай в Берлине на Земле не существовало сознания, известного как Вэл Джойс.
ほぼ無から誕生したとも言える律者は Апостол, рожденный из ничего, начал собирать мысли других принесенных в жертву жертв. Потому что на него повлияли мысли жертв. そして思想が豊かになり По мере роста мыслей, ядро апостола становилось все более полным. 彼が何をしたのかは誰も知りません Никто точно не знал, что он сделает. しかしその数々の思想 Но они знали, что бесчисленные мысли критики разрушаемого города были призывом к спасению. Их последний бой против Ханкай. そして廃墟から立ち上がったのが И человек, известный как Велт Джойс, восстал из руин. 足元にあるのは怪人のみだと Он знал, что его ногами был только пепел. それでも彼は悔しかったんです Но он не хотел. 望まれた救世主になろうと Он хотел быть спасителем, о котором они плакали. Он отчаянно собирал воедино разрозненные мысли. 彼らの名も過去も知らずにいる Он не стал бы называть их имена. Он не знал, на что они идут, потому что знал, что это в основном бессмысленно. それでも彼は Но он старался сохранить их достоинство, и это достоинство, оказалось, 奇跡を起こりました приносило чудо. 蝶が指先に止まり Бабочка села на кончик его пальца 彼がその羽を直す и починила сломанные крылья. 世界の子供はこうして Дитя мира погрузилось в глубокий сон. その頃は律者の力 И в то время он даже не пробудил свои способности апостола? はい Да. 私たちの時代にとって Для нашей эпохи это настоящее чудо. でしたら人のアダム Если что-то неправильное, есть что-то неправильное в аналогии с Адамом человечества. 彼への敬意から見ればそうでしょう Отдавать ему дань уважения? Нет. Но 救世主もアダムも彼にとって называешь ли ты его Адамом или Спасителем? Оба термина слишком узкие. 短い人生の中で За свою короткую жизнь он встречал самых различных компаньонов, что убедило его в за свою короткую жизнь он встречал самых разных компаньонов, которые убеждали его, что его сила исходит от чего-то обычного. Он видел себя обычным ребенком мира сего. Именно для этого он пожертвовал собой, чтобы защитить других от тиранов. Он считал, что даже если его сознание исчезнет, сила апостола разума перейдет от одного обычного человека к другому. Нам не нужен спаситель, мы можем спасти себя. Возможно, он родился спасителем, но его убеждения шли дальше этого. Апостол Ханкай. Хершер, апостол Ханкай, но может быть и воином человечества. Никаких демонов или ангелов, только обычные люди. Спасибо, это дает мне полное понимание того, что на самом деле означает апостол разума в эту эпоху. Но что если 300 тысяч мыслей встанут на твоем пути к спасению мира? Что бы ты сделала, третий апостол? Третий апостол разума. Помешают спасению мира? Болезненное знание, но сила апостола разума нестабильна и уязвима для проекта Стигма. Это истина, которая перед нами. Для одного человека 300 тысяч мыслей кажутся много, но для 1 миллиарда проекта Стигмы это просто число.
Не хочу упрощать историю, но это трудность, с которой столкнется герой разума, апостол разума и проект Стигма. Моя попытка разделить и собрать вас всех вместе показывает апостола разума, по которой в проекте Стигмы не имеет... Так. Моя попытка разделить и собрать вас всех вместе показывает, что сила апостола разума сломана, а проект Стигма не имеет ничего общего. Прометей, ты здесь не только для того, чтобы дать нам информацию, верно? Правильно. Разве ты не говорила, что у нас есть... что у тебя есть план? Поскольку АИ, которая может быть установлена на ядре апостола для формирования божественного ключа, может помочь Броне изменить состав для ядра. Думайте об этом как о имитации метаморфозы. Это не фактически технический термин, просто имя, которое я дала ему сейчас. Имитация метаморфозы? Эта технология несравнима с настоящей метаморфозой. Пожалуйста, поймите, что это только демонстрирует, какой алгоритм использует проект Стигма для возведения на 300 тысяч умов. Если он может указать нам на контратаку, возможно, мы можем игнорировать его силу. Однако, несмотря на то, что у нас был собственный обмен мнениями, Броня до сих пор не понимает. Прометей, исходя из какой позиции ты нам помогаешь? Когда мы расставались в прошлый раз, ты не сказала нам, что понимаешь в проекте Стигма. Что разбираешься в проекте Стигма. Помнишь, как я представилась, когда мы впервые встретились? Я пессимист. Было бы бессмысленно вдалбливать в вас идеи, которые вы еще не понимаете. Это только усложнит вам координацию. И как я уже сказала, даже если я здесь не появлюсь, ты сможешь приблизиться к истине сама. Ты уходишь от вопроса Брони. Как насчет того, чтобы я унаследовала позицию доктора Мэй? Насколько я понимаю... Броня к ядру апостола разума. Проект Стигма — это халтура извне. Он захватывает 300 тысяч умов, заставляя их терять свои первоначальные истории и становятся рабами проекта Стигма. А поскольку проект Стигма — это сон, лучшее лекарство — разбудить его. Конечно, я не говорю, что вы должны нарочно проходить сквозь трубный рев фрагментов сознания. Конечно, я не говорю, что вы должны специально просматривать фрагменты трубных воспоминаний сознания. Вам следует скопировать код проекта Стигма и подать собранный сигнал, оказывая давление на местах.
Вам следует скопировать код проекта Стигма и подать обратный сигнал, оказывая давление на местах. この方法を使って一点突破さえできれば Как только мы прорвемся, вы сможете разом разорвать эту паутину вымысла. なるほど毒を持って毒を Я понимаю, борьба с огнем, борьба огня с огнем. はい当然このやり方にも相応の対価がありますそんなことを Да, однако есть риск. Нет никакой гарантии, что 300 тысяч умов не пострадают в процессе. 彼らを再度集めようとしたら逆に Собрав их вместе, ты можешь потерять их навсегда. 問題ありませんブローニャは Ничего страшного, Броня уже решила. 断りの律者のコアが今まで受け継いできたもの Ядро апостола разума было 人類のための передано в 戦い наши ですただ в наши дни, чтобы помочь человечеству, они сохранятся в самосознании. ジョイスさんはこの物語のプロローグで自分を犠牲にしましたそれなら В начале истории Вэл Джойс пожертвовал собой. Теперь, когда очередь Брони, я не собираюсь сдаваться. 安心しましたそれなら Хорошо, это оставляет вопросы имитации сигнала. あとは逆ではブローニャ在地区 Готовься, Броня Зайчик. Я сейчас покажу тебе весь код, который знаю. 理解したコードですか Код? 成婚計画の源は遺伝子工学にあります Источник проекта Стигма генетический. Источник проекта Стигмы генетический, не говоря уже い о... わゆるコードとは人類が Код — сильнейший инструмент повествования, который может овладеть человечество. Которым может овладеть человечество. Так, это конец, скажите, пожалуйста. Еще продолжение. Или все.何 Чё を то? したんですか Что ты делаешь? 文法の教科書を参考にしながら成婚 Проще 計画の просто объяснить базовый код проекта Стигмы, чем дать вам книгу для чтения. 自ら語ってもらった方が便利でしょう Блин, опять будем ходить и читать, блин, не люблю я такое. Лучше за раз рассказать весь диалог, который можно рассказать, 成婚計画の あ 最も потом- 基本的なロジックは存在と呼ばれます а потом этот... 虚構が成立する礎でありあらゆる抽象概念の根源です Блин, что я делаю вообще, хотелось бы знать. 戦場を突破します О, хорошо, здесь хоть есть броня вот эта вот. Быстрее буду с этими чудилами разбираться. Бах-бах-бах-бах. Так, поехали дальше. О, можно моток включить. の Юху! 上にある専門用語は置いといてとにかくそれは存在にとって重要な2つの性質実質 Вперед! と変化を Где мой мотоцикл? Хочу мой мотоцикл, давай. Эти дурики, блин. そして成婚計画のコアユニットは理念です理念は人々を導き真理の輪郭を映し出します理念とは永遠の矛盾に陥るものしかしあえてそんな形で自分の Так, ладно. 存在を示すことで Опять? 実在と虚構の境界を消し去ることができるの Что-то не です так с этой стеной. Поехали. Блин, можно уже до конца доехать? Блин, чудило. 生命が最もストレートな理念であり絶対性が最高級の理念ですその計画は生命の絶対性を虚構にしつらえるもの個体性から解放することで自身を超越する真理へと変貌させるのです超越の代価 Так, その一般的な形式が все, дошли до куда-то. 個 О, 体である生命は死に抗いづらいそれ自身も矛盾の так, сложно 一つです противостоять смерти, так как это парадокс сам по себе. Жизнь ищет универсальность через вымысел, но существует только индивидуально. Итак, в проекте Стигма смерть человека продвигает дух.
Насколько это касается цивилизация, постоянно построенная из костей и восхваленная поколениями людей. Так, и куда мы тут пришли? Так. これはこれで Это... ブローニャ大丈夫？ Броня, у тебя все в норме? 大丈夫です。だんだん分かってきまし Не た。 волнуйся. Броня воспользовалась возможностью, чтобы поговорить с чем-то механическим, кроме проекта Зайчик. 効率と重要力を考慮した上で Это подходящий канал для нас. Между тем, что эффективно и что ты можешь терпеть. そうじゃないと機械の情報が В противном случае система заполнит наши мозги информацией, верно? その発想は面白いですね。 Даже если сложить все человеческий интеллект в древние времена до наших дней, 耐え切ることはできる。 они не выдержат огромного количества данных, которые используют машины. 機械が人間を片付けようとするなら Это был бы самый простой и практический способ, с которым машина могла бы справиться. でもその方法で雷の Но они не могут справиться с апостолом Грома. 確かにそうですね。しかし Верно, но это не имеет значения. Давайте сосредоточимся на апостоле разума. ブローニャ先ほどは最短の Броня, я только что помогла тебе узнать о том, что лежит в основе проекта Стигма. Код. 今断りの律者の力は Даже если у тебя осталось очень мало сил, ты можешь стать настоящим апостолом разума, постепенно возвращая себе 300 тысяч сознаний. だからこそ当てもなく能力 Но тебе по-прежнему нужны эвритические алгоритмы, помогающие найти критический путь, а не бесцельно обходить все узлы. その上で先ほどブローニャの能 И если ты будешь следовать своей стратегии, апостол разума может стать ключом к тому, чтобы ты превзошла проект Стигма. 発見方法 Эвритические алгоритмы? つまりコアの中にある30万人の Ты хочешь сказать, что 300 тысяч умов не равны, и Броня может добиться успеха в управлении ключевыми узлами? 飲み込みが早いですね。ではそれをやり遂げることが Ты быстро учишься. Итак, давай проверим это и посмотрим, как ты это сделаешь. 前の人間のやり方を模倣し Я поступлю как мои предшественники и воспользуюсь силой проекта Стигма, чтобы вспомнить новое воспоминание для тебя. Если все пойдет хорошо, твоя сила должна, по крайней мере, вернуться к тому состоянию, в котором она была до боя с Кевином. Ты только что встретила его, я не должна повторять его имя. Велджойс? Блин, что-то это, акт этот длиннющий, как черт знает что. Давай, Броня, дуй быстрее. О. 到着しました。 Мы на месте. これは記憶以外にも何か混ざっているんですか？ Это, кажется, смешано с чем-то другим, кроме воспоминаний. 素晴らしいですね。 Хорошо, кажется, ты научилась различать категории. Проект Стигма внедрил его в 300 тысяч умов как клин. И сделал возможным проникновение инородного тела в апостоле разума. Иди, ты скоро узнаешь почему. Что сейчас будет? Заставочка или нет? О. Она родилась среди облаков, туман среди заходящего солнца. Ей еще предстояло пробудиться к собственному сознанию, и ей еще предстояло познать запустение этой равнины. Она не понимает, что окровавленная, болезненная, скорбная картина не раз оставляла слезы на этой бледной земле.
Она не знает, что станет дурным предзнаменованием в этом свитке. Ужасным символом в сердцах других, пока не пройдет 10 лет. それでそろそろゴーストタウンがどこに消えたか教えてやろうか。 Теперь пришло время рассказать тебе, где находится город-призрак Алексеевна. ゴーストタウンですか？ Город... ブローニャが生まれた。 Город-призрак? Где родилась Броня? そうだ。シベリアにはたくさん Правильно. В Сибири много городов-призраков, но только один, где жила твоя мать Александра. Тебе сейчас 10 лет. Ты достаточно взрослая, чтобы осознавать опасность, защищать себя и понимать, что значит быть единственным выжившим. Я думаю, ты имеешь право знать, где твой родной город. ブラッドがいつも自分をモスクワ人って呼ぶのと同じようなものですか？ Например, как Влад всегда говорил, что он москвич. その程度の器しかないのさ。 Ха, это все, что у него есть. Никогда бы не знал, что я... Никогда бы не сказал, что я из Нижнего Тагила. Но Уральские горы занимают особое место в его сердце. ウラル山脈ですか？ Уральские горы. 異物はここに埋め込まれたんです。 Вот где разница. Увидев это воспоминание с помощью метода Прометея, третий апостол разума заметила, что что-то не так. Имя Серебряный Волк Урала, доставшееся от Максима, символизировало прошлое девушки. Но девушке еще только предстоит понять, что на этой планете с ней уже некогда переплеталась чужая судьба. Она восстановила память с имплантированной в ней информацией и восстановила часть своей силы. おめでとうございます、ブローニャ。彼女 Поздравляю, Броня, ты нашла ее самый ранний секрет. 彼女ですか？ Ее? ええ。誰のことかはわかりますよね。 Ты знаешь, кого я имею в виду? Настоящая проблема в том, что с помощью проекта Стигмы она смешала свои воспоминания с твоими теперь нестабильным ядром. Как ты предположила, она боится силы Апостола Разума из-за сходства между ним и проектом Стигма? Нет, это не ее намерение. Но важны ее действия. Информация, которую она внедрила, способна разрушить ядро. Но не нужно паниковать. Поступая наоборот, у тебя есть шанс перехватить инициативу и отдалиться от нее. Киана и Мэй? Я отправлю их туда, откуда им будет легче всего выбраться. Как только ты вернешь свою силу, они вернутся к реальности. Значит, Броне нужно демаскировать имплант, чтобы ему некуда было спрятаться в ядре Апостола Разума? Ага, ты хорошо резюмировала. Апостол Разума. Его сила рассеивается чрезмерной выдумкой и восстанавливается возвращением к реальности. Блин, когда это уже закончится? Я как бы не против, но... О! Родина Брони, как я понял. Точно, Уральские горы. А Тагил где находится вообще? Ну, то, что в России, то понятно. Знает кто? Броня присутствует в воспоминаниях. Это пространство, которое ты нашла в ядре Апостола Разума. Это первоначальный вид импланта. Только та, которая близка к проекту Стигма, сможет проникнуть глубже. А ты Апостол Разума.
Но ядро апостола — это фиксированная точка в воображаемом пространстве. Если ты продолжишь идти, ты откроешь путь для возвращения твоих друзей в реальность. Что увидела Броня? Искривленное сердце. Ты можешь думать о ней, как о полной противоположности Велта Джойса. Она боится апостола разума из-за проекта Стигма. Она также завидует апостолу разума. Ты должна понять, она не работает целенаправленно против нас. Против тебя. Несмотря ни на что, вы обе дочери Сибири. Дети Уральских гор. Прометей? Сигнал исчез. Так, куда нам идти? Главное, чтобы сейчас чудиков не появилось, а то когда начинаются чудики появляться, приходится еще вот это с ними сражаться, блин. Хоть бы без чудиков, блин. Это... О, нет! Это не из-за меня. Я не... Что касается кристалла стигмы, она, похоже, не понимала, откуда исходит боль в ее сердце. Но это уже давно объяснили. У каждого, кого можно назвать человеком, вокруг сердца обвилась гигантская змея, как у правителя-тирана. Всякий раз, когда кто-то говорил «я хочу», змея говорила «нет».